Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Самую неоднозначную коллекцию осень-зима 2025-2026 на неделе моды в Милане представил дом Gucci. Хотя оно и понятно, на тот момент бренд вновь оказался в подвешенном состоянии во время смены креативных директоров. Сабато де Сарно, занимавший эту должность в течение последних 2 лет, покинул пост в начале февраля. Как судачат в фэшн-индустрии, уволен за плачевные финансовые показатели. В общем, недолго музыка играла. Имя следующего руководителя на день показа еще объявлено не было, что создавало накануне презентации напряженную атмосферу ожидания. Получится ли у Gucci, внезапно оставленном без присмотра, удивить чем-то особенным модную публику? По итогу бренд предложил что-то вроде промежуточной коллекции в виде совместной линейки женских и мужских образов. Над ней потрудилась штатная команда дизайнеров, опираясь на прошлые наработки. Нужно же чем-то заполнить витрины и полки магазинов, пока в продажу не поступят шедевры от нового креативного директора. Сегодня, к слову, на эту должность назначен Демна Гвасалия, переход которого в Gucci после 10 лет работы в Balenciaga вызвал довольно спорные моменты. В том числе опасения, что он продолжит и далее склоняться к резкой уличной эстетике. Но все это будет потом. А нынче, друзья, перед нами, скажем так, пересменочная коллекция, которая по факту получилась какой-то наспех собранной из того, что осталось после ухода де Сарно. Дизайн-студия словно соорудила что-то вроде сборной солянки, самостоятельно перелопачивая архивы модного дома и попутно подтягивая идеи у других брендов. Как дружно отметили критики, на подиуме не было ни одного потенциального хита продаж. Некоторые даже назвали шоу удручающим зрелищем, утверждая, подобный гардероб вполне мог бы на скорую руку сгенерировать искусственный интеллект. Но неужели все так плохо, друзья? Ведь перед нами тот же легендарный Gucci с его всем знакомой металлической лошадиной пряжкой, которая превращается в ювелирное украшение в виде подвески на золотой цепочке, либо в акцентный ремень, или же выполняет роль застежки на сумке. В отдельных образах определенно присутствует как дух Александро Микеле, так и его предшественников Фриды Джанини и Тома Форда. Есть здесь и классика 60-х, и монограммы, есть культовые аксессуары и роскошный, пусть теперь искусственный мех, удачно, на мой взгляд, замиксованный с ажурным кружевом или с тонким парящим шелком. Тогда, в 55-м, подобное сочетание называли новаторским, а сейчас это тренд на винтаж. Намеком на прошлую эпоху стали пальто с рукавами 3/4 и жилеты с крупными пуговицами, которые сочетались с кожаными юбками-карандашами. А еще бабушкины кофты и кардиганы, платья-комбинации и пиджаки-бушлаты, бархатные наряды с воротником-бантом и очки с диоптриями или без них. Из аксессуаров больше всего внимания привлекают пушистые хоба и сумки, которые модели несли как клатч, оборачивая ремешок вокруг запястья. Из обуви в лидерах остроносые мюли с лакированным блеском и меховые туфли. Нынче команда дизайнеров активно и смело смешивает, словно взбалтывает текстуры. Так на показе модели глянцевую рубашку носили под трикотажной безрукавкой, объемную шубу надевали поверх атласного платья, а шелковый платок завязывали косынкой поверх матовой кепки. Не менее интересны цветовые дуэты, где серый объединяется с ярким оранжевым, бежевый с бирюзовым, нежный сливочный с красным, а зеленый неоновый составил пару сочному фиолетовому. Было и несколько удачных монохромных луков. Однако, что немаловажно, никакие даже намеки на цвет анкора, оттенок, по которому легко было бы вычислить 2-летнюю эру Сабато де Сарно. Осенне-зимнюю коллекцию Gucci сегодня фэшн-сообщество оценило лишь как альбом лучших хитов на повторе без инноваций и смелых экспериментальных идей. Но ведь мы на пороге новой страницы в истории бренда, и пока, мои дорогие зрители, давайте просто наслаждаться просмотром. Заодно отмечая для себя мастхэвы модного гардероба на холодный сезон. Очень жду ваши отзывы, друзья, в комментариях. Спасибо огромное за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты, вдохновения, позитивных добрых эмоций и по-летнему теплого солнечного настроения.